Здравствуйте, друзья! Сегодня хочу вам рассказать об идеальной, на мой взгляд, акустической системе для компьютера, о колонках Creative модель L3800. Колонки имеют проводной пульт управления, а также выносной. Сначала начну с характеристик. Это колоночки 2.1 с сабвуфером. Мощность колонок 48 Вт, фронтальные колоночки всего 9 Вт, сабвуфер 30 Вт. Минимальная мощность 30 Гц, максимальная 20 тысяч Гц. У меня эти колоночки уже более 10 лет. Конечно же, никогда не выключаются из розетки, всегда подключены к компьютеру. Где беспроводной пульт, я уже не знаю, но он мне не нужен, поскольку это колонки у меня именно для компьютера, и звук регулировать удобнее проводным пультом. Более того, звук я этот всегда регулирую только с пульта, никогда в компьютере звук не трогаю. При этом пульт работает исправно, ничего ему с годами не делается. Колонки выглядят вот так вот, идеально для того, чтобы их ставить на стол. У них алюминиевый корпус. Имеются два высокочастотных динамика и один среднечастотный динамик. Сейчас покажу с другой стороны, как это выглядит. Вот с другой стороны у динамика защитная сеточка. Ставить колоночки лучше к монитору вот так вот боком. Смотрите, как они мало места занимают. Они такие высокенькие, очень устойчивые. Выдают все высокие и средние частоты. Звук очень сбалансирован. Ну, одно название Creative говорит само за себя. Это фирма, которая всю жизнь занимается именно аудиокартами для компьютеров звуковыми. И в звуке они мастера. То есть примерно это выглядит вот так вот. Монитор вашего компьютера. Слева колоночка. И справа колоночка стоит. Две таких полосочки небольшие. Проводной пульт у колоночек выглядит таким вот образом. В него можно втыкать наушники. Это очень удобно. Если хотите звук переключить на наушники, просто втыкайте его в проводной пульт. Не надо никуда лезть в компьютер. Звук автоматом в колонках выключается и переходит на наушники. Сверху кнопка «Выключить звук». Мьют, так называемый. Включить звук. Это выключить колоночки полностью. Это включить. Вот выключено, вот включено. Звук регулируется вот таким вот образом. Есть индикация. Вот внизу индикация, насколько громко. Вы сразу можете видеть, что у вас колонки включены не на полную мощность, а на серединку, допустим. Также, если нажать на центральную кнопку, это кнопка бас. Вот загорелась оранжевая. Это регулировка басов громкости. Вот убавить, прибавить. Вот таким вот образом регулируются басы. Еще раз нажали, просто звук в колонках. Не знаю, на мой взгляд, пульт просто идеальный. Места занимает мало, выглядит красиво. Сам сабвуфер у меня стоит под полочкой письменного стола на полу. Стоит он не на ножках, а боком. Засунут вот в таком вот виде, чтобы места мало занимал. Но это ему не мешает служить уже много-много лет. Колонки никогда не отключаются из сети. Звуков посторонних при этом сабвуфер никаких не издает. Вот он сейчас включен, но компьютер выключен. Ну вообще Creative это идеальная система. Тут в общем-то никаких косяков и быть не может. С обратной стороны сабвуфер выглядит вот так вот. Здесь подключение пульта, подключение к сети.
подключение сателлитов левый и правый. Это вид сабвуфера с передней стороны. Вот так вот он стоит на ножках. Вот внизу у него вот такие вот ножки приделаны. А это вид сабвуфера сбоку. С правой стороны у сабвуфера находится динамик, который защищен сеткой. Она его отлично защищает от пыли. На YouTube есть ролик, где у сабвуфера снята сетка. То есть можете посмотреть, как работает низкочастотный динамик. Качает то, что надо. Ну и безусловно, самым главным преимуществом этих колоночек является, как они звучат. Звук просто супер. Я не слышал еще колонки компьютера, которые звучали бы лучше, чем эти. Хотя мне есть чем сравнивать. У меня у многих друзей акустика, я и ремонтом компьютеров занимаюсь, хожу по клиентам. Вот правда. Мощность вроде бы небольшая, но громкости хватает, чтобы вот комнату наполнить звуком хорошим, качественным. Этих колонок достаточно. Громче не нужно. Ну а благодаря тому, что в колонках два высокочастотных динамика, и частоты здесь разбиты очень грамотно, отдельно среднечастотный динамик, я вам его уже показывал, то просто доставляет наслаждение. Вы сидите у компьютера, колоночки вот так вот чуть-чуть в сторону расставляете, средние частоты идут на вас посередине, и немножко в стороны звук. Стерео получается разделяется, и очень-очень приятно звучит все. Все, что вы бы не слушали. Отзывов в интернете на эти колонки плохих вы не найдете нигде. Одни только положительные. Все люди в восхищении. При покупке смущало, что у них алюминиевый корпус. То есть все привыкли, что колонки должны быть в деревянном корпусе. Тем не менее, очень меня удивили, когда я их купил. Я, конечно, ожидал от Креатива, что звук будет хороший, но чтоб настолько, была для меня неожиданность. Сейчас попробую что-нибудь включить вам, чтобы вы послушали средние и высокие частоты. Сабвуфер, понятно, он стандартный, басы есть басы. А вот по высоким частотам не каждой колоночке так звучит. Вот на одном из сайтов написано, что данные колоночки обеспечивают оптимальную подачу мощности и точное естественное звучание. Вот что в них подкупает, это действительно естественное звучание. Если вы включите какой-нибудь инструмент, там пианино, гитара, труба играет, как будто действительно она играет у вас в квартире. Вот так вот они звучат. Это маленькие колоночки на 9 Вт.
Громкости более чем достаточно у них. К сожалению, у меня компьютер еще сильно гудит. Хорошее охлаждение очень, поэтому немножко забивает запись, когда я записываю компьютер. На этом, пожалуй, все, что я хотел сказать об этих колонках. Система 2.1 занимает места мало, звучат идеально. Для компьютера лучшего и желать не стоит. Вот то, что доктор прописал. На этом обзор заканчиваю. Всем пока, до новых встреч.